Вы задумывались, насколько крепким должно быть здоровье у космонавтов? В этом контексте мнение профессора по специализации «Космическая биология и медицина» было бы для вас авторитетно. Давайте рассмотрим несколько советов по укреплению здоровья известного на весь мир российского профессора Неумывакина Ивана Павловича. Поставьте, пожалуйста, лайк, и мы начнем. По данным Википедии, профессор Неумывакин долгое время работал в научно-исследовательском испытательном институте авиационной и космической медицины Министерства обороны СССР. Руководил отделом под названием «Разработка средств и методов оказания медицинской помощи во время космических полетов и в реабилитационном периоде после полетов». Свои исследования он начал с поиска границы между здоровьем и болезнью, задаваясь вопросом, почему человек заболевает. Интерес к этой теме привел его к исследованию возможностей применения методов официальной медицины в условиях космоса. Его докторская диссертация, содержащая 40 авторских свидетельств на изобретение, оказалась приоритетной не только в сфере космонавтики, но и в настоящее время. Его попытки внедрить инновации из космической медицины в общесистемное здравоохранение столкнулись с ожесточенным сопротивлением идеи, будто он подрывал авторитет отечественной науки. В конце концов, он обнаружил универсальную причину болезней, которая лежит в основе заболеваний человека. Эта причина вызвала несогласие с традиционной медициной, предлагающей свои методы лечения. Он утверждал, что мы – это энергетическая система, похожая на живую машину с конвейером внутри и ртом. А рот – это дробильная система, где важно не только глотать пищу, но и тщательно пережевывать ее, сопровождая этот процесс питьем. Мозг – это компьютер, который определяет потребности организма в зависимости от типа пищи. Так, для мяса требуется более концентрированная соляная кислота, чем для хлеба или каши. Но, увы, многие из нас проглатывают пищу, не обеспечивая ее должной обработки. Соляная кислота, необходимая для переваривания пищи, растворяется в воде, которая потом употребляется в пищу. Снижение концентрации кислоты приводит к тому, что непереваренная пища превращается в осадок и метаболические отходы, что становится причиной многих болезней. Избыточное потребление пищи создает дополнительную нагрузку на органы, превращаясь в работу для врачей. Болезни не приходят мгновенно, но они наступают, когда мы не следим за своим образом жизни. Он советовал пить меньше плохой жидкости, что в его понимании означает отдавать предпочтение чистой воде. Это единственная жидкость, которая по-настоящему утоляет жажду клеток. Минеральная вода и газированные напитки, наоборот, могут привести к дополнительной нагрузке на организм, так как клетке нужно будет очищать их от лишних компонентов. Таким образом, его исследования показывают, что для поддержания здоровья необходимо не только внимательное отношение к питанию, но и правильное восприятие жидкости. Очистите свою систему, и вы получите ключ к долголетию и благополучию. Теперь, когда вы осознали, как важно избегать употребления нечистых жидкостей, позвольте мне поделиться тем, что я понял из его исследования. Это знание может изменить ваш взгляд на заболевания, включая тяжелые случаи, такие как рак и СПИД. Первопричина большинства заболеваний, включая атеросклероз, гипертонию, аритмию, связана с состоянием организма, когда клетки начинают жить в гнилостной, бескислородной среде. Это состояние провоцирует мутации, которые становятся маркерами рака. Согласно его исследованию, раковые клетки присутствуют в любом организме, даже в здоровом. Однако они обычно подавляются иммунной системой. Когда человек ослаблен, например, из-за стресса, плохого питания или нарушения функции организма, опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения, при ограничении двигательной активности, эти клетки начинают размножаться. Фактически, раковые клетки выполняют важную роль. Они являются своеобразным индикатором того, что добро и зло всегда присутствуют, но необходимо балансировать их. Они напоминают о том, что добру необходимо управлять, иначе зло может выйти из-под контроля. Если человек самостоятельно подавляет добро через стресс, недостаточную физическую активность или плохое питание, добро уступает место злу.
Этот дисбаланс может стать предпосылкой для развития различных заболеваний, в том числе рака. Поэтому важно поддерживать баланс в организме, следить за физической активностью, правильным питанием и управлять стрессом. Это не только поможет сохранить здоровье, но и предотвратит многие заболевания, которые часто считаются неизлечимыми. Профессор Неумывакин даже решил создать оздоровительный центр, предлагая трехнедельную программу без применения клизм для очищения организма. За это время он заметил, что люди избавляются от проблем, таких как гипертония, которую даже кардиологические центры не всегда способны вылечить. Основой его метода является полуголодание и использование специальных фиточаев для очищения крови, печени, почек и поджелудочной железы. Этот подход позволяет пациентам с заболеваниями, обычно считающимися неизлечимыми, видеть улучшение уже через 3-6 месяцев. Пациенты, ранее прикованные к постели, начинают восстанавливаться и могут снова обслуживать себя самостоятельно. Секрет успеха заключается в том, что они перенасыщают свои клетки чистой водой, что является критически важным фактором, часто игнорируемым врачами. Вода, как лучший электролит, является ключевой энергией для митохондрий, которые не могут функционировать без нее. Орган, первым страдающим от недостатка воды, это мозг, что может привести к раздражительности, головным болям, мигрени и усталости. Сегодняшние цифры и официальные диагнозы считаются нами относительными. Мы считаем, что рак и СПИД являются следствием, а не результатом. Убеждение в том, что эти состояния временны, ставит человека перед задачей прежде всего осознать свои ошибки в жизни, раскаяться в грехах, просить прощения и затем настроиться на исцеление. Такой подход, на его взгляд, преодолевает любые разрушительные факторы. Итак, он приглашает людей исцелить себя самих, и результаты удивляют не только его, но и самих пациентов. Интересно его заявление, что основной насос по перекачке жидкостей в организме расположен ниже пупка. Рост взрослого человека может варьироваться от 160 до 180 см, и жидкость в организме под воздействием силы тяжести падает вниз, требуя при этом подъема снизу вверх. Мышцы малого таза, в которых находятся кровеносные сосуды, играют роль своеобразных насосов. Сокращаясь, они выталкивают кровь вверх. Однако, если человек не упражняет свое тело, не тренирует мышцы туловища и ног, то это может привести к атеросклерозу и варикозному расширению вен. Важным аспектом является также качество крови, которое сгущается из-за недостатка воды. Сердцу приходится тратить больше усилий, чтобы протолкнуть ее через сосуды, что может привести к различным сердечным проблемам. Исключительно густая кровь может вызвать гипертрофию левого желудочка, а в дальнейшем – аритмии и сердечные приступы. Поэтому важно поддерживать организм кровью, богатой водой, а не густой массой. Однако, как заставить людей пить воду в нужном количестве? Этот вопрос остается открытым. Мало кто знает, что воду нужно пить за 10-15 минут до еды, 1-2 стакана. Она свободно проходит через малую кривизну желудка и собирается в области 12-перстной кишки, где накапливается щелочь. В результате щелочная вода не подкисляется желудком, а ощелачивается. Традиционные напитки, такие как компоты, не всегда предоставляют тот же эффект, как вода. Интересно, что даже полоскание рта нужно осуществлять только после еды и через 1,5-2 часа после употребления мяса. Кроме того, важно осознавать, что пить воду на голодный желудок может вызывать отрицательные последствия. Поэтому рекомендуется пить воду за полчаса до еды и, если нет аппетита, держаться подальше от пищи. Вода, в итоге, играет важную роль в нашем здоровье, и ее правильное потребление становится ключом к поддержанию баланса организма. Профессор Неумывакин говорил: взгляните на людей после 60-70 лет, когда они начинают пить около 2 литров чистой воды в день. Их морщины разглаживаются, кишечник начинает правильно работать в воде. Клетки омываются этой основой жизни. Поэтому становится очевидным, насколько важно пить много воды, особенно натощак. Но где взять чистую воду?
Чистая вода, как подчеркивается, это не та вода, которую можно купить в бутылках. Она кислота с pH от 6,5 до 7. И как сделать живую воду? Обычная вода из водопровода, оказывается, подходит. Доведите ее не до кипения, а до образования мелких пузырьков, таким образом сохранится ее структура. Эта живая вода станет своего рода источником здоровья и ритма жизни. Один из вопросов, поднимаемых Неумывакиным, связан с временем приема пищи. Он подчеркивает, что если уж есть после 7 часов вечера, то вряд ли можно стать здоровым. Это связано с работой поджелудочной железы, выделяющей инсулин. Она активна с 7 вечера до 9 вечера, обрабатывая пищу, и после этого должна спать. Таким образом, важно не только что, но и когда мы едим. Профессор Неумывакин часто затрагивает темы духовности и мудрости творения, подчеркивая, что мы, сосредотачиваясь на материальном, часто забываем о духовном. Он поднимает важные вопросы о взаимосвязи человека с окружающим миром и призывает к изменению отношения к жизни в соответствии с высшими принципами и законами. Много других советов оздоровления профессора Неумывакина ищите на нашем канале. Подпишитесь на канал, поставьте, пожалуйста, лайк и посмотрите эти полезные видео. Ждем ваши комментарии.